Приветствую, друзья! Похоже, что эстафету гибридных наушников с одновременным использованием планарного и арматурного излучателя решила подхватить компания Zekril, представив свою новинку Dawn. Что ж, будем разбираться, снимать измерения и, конечно же, сравнивать их с конкурентами, благо на руках много всего интересного. Собственно, поехали! Пришли наушники в невзрачной такой коробке с наименованием производителя и перечнем характеристик с обратной стороны, из которых мы узнаем о чувствительности, равной 107 дБ, и импедансе в 17 Ом. В комплект нам положили две карточки, плотный черный бокс из кожзаменителя, пару пенок и два набора силиконовых амбушюр разного размера и диаметра сердечника. Нормальные в этот раз насадки, у меня к ним претензий нет. Кабель выглядит неплохо, плотный, витой, с сопротивлением на каждый из его жил равным 0,174 Ома и в моем случае штекером на 3,5 мм. Бывает еще и балансный 4,4 мм. Хороший кабель, тоже вопросов не имею. Сами чашечки небольшие, полностью выполнены из металла, с отверстиями для компенсации с внутренней и нижней частью и средним по габаритам звуководом. Внешний рисунок больше всего мне напоминает раковину. В глаза модель не бросается, но сидит удобно, да и звукоизоляция здесь отличная. Вот так, друзья, это все и выглядит. По измерениям у нас абсолютно стандартный импульс, незначительные расхождения между левым и правым каналом и искажения в пике, достигающие 0,52%, что просто великолепно. Фаза ведет себя более-менее естественно, затухание на 30 и 60 дБ соответствует где-то 72 и 97 миллисекундам без каких-либо возмущений. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 9 дБ с правильным заходом на середину, чуть более выразительное выделение области разборчивости, еще пара акустически оправданных пиков и хороший такой акцент на 8 кГц для усиления резкости звучания. Высокие при помощи амбушюр можно либо чуть-чуть приподнять, если любите поярче, или же оставить как есть, тут на ваш вкус. Прежде всего, мне стало интересно сравнить эти относительно дорогие гибриды с плоским драйвером с куда более дешевыми Kinera Gumiha. Начинка у них заявлена очень схожая, кабели сравнимы, а по цене разница почти в 5 раз. Но, к сожалению, чуда не случилось, и Gumiha звучат прямо ощутимо проще, причем по каждому из пунктов. Так что сэкономить, увы, не получится. В подробном сравнении их не вижу смысла, так как пинать откровенно бюджетные наушники за то, что они не звучат как дорогие, это уже перебор. Важно здесь то, что разница есть, и она существенна. Куда логичнее было бы сравнить их с полностью планарными Moondrop Stellaris, но последние, в отличие от героев обзора, более тугие на раскачку, гораздо резче по звучанию и прозрачнее в смысле текстуры. Такие параметры, как скорость, хлесткость, уровень прорисовки у Stellaris прямо очевидно выше, однако средний бас там заметно так давится, чего не происходит у Dawn. Ну и мощный в плане усиления источник героям обзора также особо не нужен, и это еще один плюс. Вообще же звучат Dawn довольно сбалансированно, сильно в макро не уходят, хорошо насыщая звучание деталями, ну и прямо в микроконтраст тоже не лезут. Какого-то заметного смягчения, как у обычных динамиков, здесь нет, при этом нет и холодной отстраненности, и мониторной сухости. Как говорится, всего тут ровно в меру. Слушается это приятно, легкий акцент на верхней половине спектра, конечно, ощущается, но без излишней яркости, резкости и сибилянтов. Бас в меру глубокий, с хорошо прорисованными текстурами, серединка эмоциональная, мелодичная, слегка подсушенная, с приятной слуху добавочной массой. Звучит все очень собрано, явного провала по характеру между излучателями не ощущается, но арматуру лучше бы слегка прибрали по амплитуде, от этого звучанию была бы только польза. Хотя мы бы потеряли тогда в резкости всего музыкального полотна, то есть ход вполне оправданный. По источникам лучше выбирать что-то повзрослее. Так, с SAP Shanling UA3 звучание наушников мне понравилось намного больше, чем с бюджетными UA2+. Разница была прямо очень заметна. На UA3 все гораздо четче, техничнее и выразительнее. Не менее круто было и на ICA и TB03. Этот SAP уже с уклоном в скорости детали, в чем у них с наушниками произошла полнейшая синергия. Если источник позволяет, то наушникам просто превосходно дается как какой-нибудь
сложный инструментальный джаз, что-то живое акустическое, рок или фанк, так и разнообразные агрессивные скоростные жанры. Но там, надо понимать, может быть слегка ярковато, хотя без перебора. Приятно отметить, что и с оркестровой музыкой Dawn тоже не пасует. Не сказать, что глубина, как в BGP Melody, но инструменты неплохо разделены, им хватает воздуха и более-менее есть объем у сцены. Да, без особого размаха, но все-таки имеется. По подаче это действительно не сильно напоминает тот самый планарный звук, но и на динамик с арматурой тоже не похоже, скорее эдакий симбиоз. В отличие от планаров, у тембров есть так называемый вес и нет того странного призвука. Против классического динамика тут все прямо сверхчетко, с прекрасным разделением, ну и нет той резкости уклона в мельчайшие нюансы, чем страдает большая часть арматурных решений. Звучание не разваливается на гранулы, грамотно рисуя образы целиком, добавляя в них разнообразные оттенки и усиливая разборчивость. Придраться можно лишь к недостаточно объемному звучанию тембров, но такое бывает почти у всех планаров, и вот здесь тоже имеется. Лично мне нравится звук пожирнее, но это еще сильно зависит от выбранной вами стилистики и непосредственно связки ЦАП-усилитель. Для чего-то быстрого, например, такая легкая подсушенность будет предпочтительнее, ну или если у вас усилитель изначально массивный по характеру. Итогом, динамические наушники Zeekriel Dawn лично меня порадовали своей посадкой, нормальными в кои-то веки амбушюрами, качественным кабелем и просто превосходными измерениями. По подаче же здесь достаточно выразительное, в меру басовитое подробное звучание с прекрасной передачей эмоций и прорисовкой нюансов. В какие бы то ни было крайности модель не уходит, высокие, конечно, немного подсвечены, но вполне терпимо. В положительном ключе хочется отметить еще акустический правильный вес у каждого из инструментов, а также отличные характеристики по скорости и разделению. Чуть-чуть бы больше объема на средних частотах и глубины саббаса было бы вообще мечта меломана, но это я уже немного придираюсь. Отличные наушники на каждый день для тех, кто любит как какую-нибудь живую музыку, так и что-то электрическое потяжелее. Мне модель понравилась, очень достойная, но и к Stellaris тоже присмотритесь, я их вначале подробненько сравнил. А на этом у меня все, это были наушники Zeekriel Dawn. Всем добра, подписывайтесь, жмите лайки, присоединяйтесь ко мне во ВКонтакте и Телеграме. Всем добра!